Нас окружает огромное количество людей, и порой этим людям кажется, что мы ночами не спим, так нуждаемся в их советах по поводу своей личной жизни. Иногда события напоминают партизанскую войну, о которой главные герои, муж и жена, могут даже не подозревать. Что за ситуация произошла в семье Егора, который обратился в наш проект? Смотрите сегодня. Егор, расскажите, что случилось, почему вы решили обратиться к ним? Ну, у меня подозрение к супруге. Так. Мы познакомились еще лет 10 назад, я сам с села, с деревни, но нам было по 22 года, она приехала на практику, она на педагогическом учится, приехала на практику, она учитель биологии, ну и мы там закрутилась. Потом она уехала, ну тяжко было без нее, честно, там прям. Она вернулась, да? Да, она поехала в Москву, опять работала, ну она уже работает в школе, учителем, все у нее хорошо. Я долгое время переживал, созванивался, писал, ну а что сделать, расстояние. Я собрался, собрал вещи, поехал тоже в Москву, приехал с работы, тоже тяжело как-то, устроился грузчиком. Начал ухаживать, она уже работала учителем, ну и так получилось, что поженились мы все-таки. У меня мама хорошо стоит на ногах, там в колхозе она председатель, купила нам квартиру на свадьбу, подарила, ну все хорошо, супер вообще было. Отлично. У меня на работе пошли уже менеджером по логистике, ну все здорово, в смысле вообще все нормально, но, к сожалению, детей пока нет. Но что вас беспокоит? Ну и здесь, да, и здесь что-то она какая-то, ну она остыла, то мы как-то приходили вечером, общались, и это как-то каждый сам по себе стал жить, ну не то, в смысле, это не семейные уже отношения, какие-то, даже и не дружеские, я не знаю, как это назвать. Тут еще мама приезжает постоянно в гости. Ну и тут, я не знаю, она, может там какая-то ненависть или что, но она мне говорила, что видела ее в чужой машине на перекрестке. Хотя в это время она должна быть на работе, понимаете? И вот это стало основным фактором, обратиться к вам. Потому что, я не знаю, тут и мама вроде не чужой человек, и она вроде своя. Ну тут кому-то верить, не доверять, в смысле смысла нет, просто лучше проверить. Потому что, это не смешно, это не шутки, и поэтому, судя по нашим нынешним отношениям, это вполне возможно, что у нее кто-то появился и так вот она себя ведет. А что это за история с перекрестком? Мама говорила, стояла на светофоре и остановилась машина, и она взглядом поймала, Галину. Она смотрела на нее, она на нее. Да, и та типа сделала вид, что не заметила, и загорелся край зеленый, они поехали. И вот это и стало ключевым таким, потому что я и маме не могу не поверить. И то, что происходит сейчас у меня в семье, это тоже, значение имеет. И поэтому я, долго ломал голову по этому поводу и обратился к вам. Надо здесь что-то как-то проверить осторожно, не предупреждая их, как-то, убедиться. Сомневаюсь я в ней, нет вообще, что это такое. Понятно, Егор. Хорошо, мы возьмемся за расследование, не переживайте, очень скоро все выяснится. Все, спасибо большое, будем надеяться. Детективы начинают слежку за Галиной. Она выходит из подъезда своего дома. В квартире устанавливаются камеры наблюдения. В обеденный перерыв Галя возвращается. Девушка разговаривает с подружкой по телефону. Алло. Ой, привет. Ой, как дела? Расскажу тебе вообще. Так рада, что ты мне позвонила. Слушай, прям не знаю, что делать. Меня эта свекровь меня уже достала. Представляешь, звонит мне каждый день по нескольку раз. Просит мне, говорит, отпусти моего Егорушку, говорит, разведись с ним. Знаешь, такое ощущение, что я вот приковала этими наручниками и не отпускаю никуда, вцепилась в него. Вместо того,
Да не знаю вообще, представляешь, наговаривает ему на меня всякую чушь, что якобы я ему изменяю, видела меня с кем-то там, хотя я вообще, я такая вообще порядочная, даже не понимаю, с чего у него такие вообще мысли. Представляешь, вместо того, чтобы на меня, молиться, я не знаю, я вытащила его с этой деревни в эту Москву. Да, конечно, я понимаю, что она купила нам квартиру, и вроде бы как я, наверное, может быть, она считает, что может манипулировать мной. Но сколько я ему дала, извини меня, его облагородила, он из какого-то, я не знаю, там, грузчика стал уже, извини меня, можно сказать, менеджером. Приехал сюда, извини, я же его, тогда ты же помнишь, как это было, я же рассказывала тебе, я уехала тогда из их деревни, он сюда ко мне приехал, я уже учителем вовсю работала в школе, а он приехал, люблю, не могу, но думаю, хороший вроде мужик, человек из него будет хороший, но вышла замуж, живу, все же здорово, работаю в школе, он работает у себя, задерживается иногда, что поделаешь, он же деньги все равно какие-то зарабатывает. В общем, не знаю, что делать вообще уже. Я уже задолбалась с этими ее звонками. Всю жизнь мне, испортила. Хорошо, она хоть квартиру нам подарила. Вообще, я не знаю. Теперь манипулирует, знаешь, чуть что припрется, чуть что придет. Она же подарила эту квартиру, и все теперь. Я ему уже тоже это говорила. Что-то ты знаешь, он мне говорит, мама же, она же с добром. С каким добром? Она как приедет, у нас потом такой сыр-бор начинается. Выясняется, что у Галины конфликт со свекровью, мамой Егора Мариной Сергеевной. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, Егор. Чего у нас там? Есть новости? Да, вы знаете, новости есть, но они не касаются измены. Мы пока не заметили ничего, что могло бы говорить о том, что Галина вам изменяет, но есть кое-какая информация, и касается она отношений Галины и вашей мамы, Марины Сергеевны. Вы, наверное, в курсе, что женщины немного недолюбливают друг друга, да? Нет, а что-то случилось у них? Мы сняли разговор Галины с подругой, и там довольно интересная есть информация. Давайте просто посмотрим и послушаем, о чем они говорят. Меня эта свекровь меня уже достала. Представляешь, звонит мне каждый день по нескольку раз. Просит мне, говорит, отпусти моего Егорушку, говорит, разведись с ним. Так это может там тогда и вообще изменой даже не попахивает. Может там из-за этой ссоры. А я даже не знаю, может у них что случилось такое. Мне никто ничего об этом не говорил. Вы не в курсе этой ситуации, Ну да? не то, что они там прямо друг друга любят, но чтобы что-то такое враждебное было, я впервые слышу от вас. Это получается теперь, если такая ситуация, это может там быть и наговорено, и за светофор, и за все остальное. Теоретически может быть, да. Отсюда вопрос сейчас, что мы делаем? Вы хотите, чтобы мы продолжили наблюдение или мы прекращаем все это? Нет, давайте надо продолжать, а я пока буду беседовать, выяснять, что там случилось у них. Как-нибудь с одной, с другой поговорю, попробую понять, что, откуда это все. Да, только никоим образом не выдавайте, да, вы что... вообще, в смысле да. Вас, это семейное чисто. Я спрашиваю, что у вас между собой, там туда-сюда, что у вас случилось. Да, а также Галина продолжаем следить, выяснять, потому что, что-то все равно не то. Что-то поменялось с ее стороны, я это чувствую. Хорошо, Егор, мы с этим я поняли разберусь вас, тогда да. и вам сообщу, что там как-то. Давайте, обязательно на связи тогда будем. Все, до свидания. Спасибо, Всего ребят. доброго. Если что, звоните в любое Да, время. обязательно. Все, до свидания. До свидания. В один из дней, пока Галина и Егор на работе, в квартиру приходит женщина. Она хозяйничает в доме. Понятно, что это мать Егора, Марина Сергеевна. Ну если сама хочешь ходить, сын-то моего накорми. Так, это внизу должно лежать. Нет, очистки не дожрала. Он горит. Нет, какая зараза, а что ты приготовил? Мама моя дорогая,
кто ж такой бурду-то есть будет? Говорила я тебе, Егор, какая у нас красивая Маринка в селе. Боже мой, ну что ж такой бурду-то? Ну, нет, я не могу. Сын мой, травить хочет, наверное. Какая прошмандала, да? Вот ты попалась. Вот твой супчик. Все. Вот так, вовсю. Конфетку. Гнись, от фигурушки, отсыпись. Похоже, помимо слишком уж вольного поведения в квартире молодых, женщина еще и колдует. Ой, Егорушка, не такой я жизни тебе хотела, милая моя. Не такой. Ой. Ну что? Ветер, ветер, ветерок, ты неси этот волосок, опусти его на землю. Мать сырая земля, прими и связь Егорушки с этой Галей разорви. Чтоб сбылось, чтоб всегда так и было, чтоб всегда, помогите мне, силы мои, бабушка, мамушка, помогите. А нашему Слежка за Галиной продолжается. Девушка приходит в квартиру после работы. Галина примеряет сексуальное белье, крутится перед зеркалом, в итоге выбирает самый откровенный наряд. Привет. Привет. Как дела? Супер. Да? Все хорошо? Да. Конечно, может, ты меня встретишь.
тут нам удочку заготовила. So you know everything about your lover. Алло, здрасте. Егор, здравствуйте. Вы могли бы прямо сейчас подъехать? Ой, не, а что-то случилось? Ну, кое-что случилось, да, но это не телефонный разговор. Вы прям не можете, да? Вы на работе? Да, у меня сейчас машина придет, я никак не могу отлучиться. Понятно. Ну, давайте так, как только сможете, подъезжайте к дому, да? Все, договорились, да, давайте, спасибо. Давайте, до встречи. Ой, как я сожалею, вообще вышла замуж за эту деревенщину, вообще за этого Егорку, блин. Какой ужас вообще. Ой, чё вот я тогда вот уехала, блин, в эту деревню. Ты уехала, а я с Танькой связался. Представляешь, а я вообще подругой своей считала. Офигеть вообще. Пошло бы все у нас по-другому. Были бы сейчас женаты бы, дети бы уже были бы, вообще все было бы у нас классно. Да не говори. Вообще. Столько времени. Угу. Потеряли вообще. Ой. Здрасте. Здравствуйте, Егор. Что там изменяет? К сожалению, новости плохие, да. Действительно, Галина вам изменяет. Мы сегодня видели, как к ней пришел мужчина, его зовут Алексей. Успели заснять? Да, конечно. Вы хотите взглянуть на Да, видео? давайте глянем. Что там за Алексей? Сука. А что, не там еще? Да хватит. Да, он уже уехал, но Галина сейчас дома, да. Ну я пошел в квартиру, я не знаю, вы как со мной, нет? Да, мы с вами, конечно. Пойдемте. О, Ой, что происходит? отдохнула? Что происходит? Кто это такие? Что они здесь делают? С тобой А? разговаривать вообще. Как ты В смысле? могла? Что происходит? Кто вы такие? Прекратите снимать. Галина, к нам обратился ваш муж, он хотел узнать Да это правду о том, незаконно. изменяете вы ему или нет. Да никому Или- не изменяю, что за бред? Ты Да, что вообще? здесь стоят Ты вообще, камеры, и блядь, мы все могла в нашей выяснили. квартире, блядь, в В смысле, маме. ты прикалываешься, что ли? Ты что такое вообще? Это какая-то тупость вообще. Вообще, вы понимаете, что это все незаконно? Что происходит вообще? Я только что 2 минуты назад посмотрел, Какие как 2 ты минуты? здесь спишь, трахаешься с Ты Лешей. прикалываешься? Ты больной вообще, что ли? догоняй, Такой же, пока как не своя уедешь. мамаша, вечно вы там во всем меня пытаете обвинить. Нормальный вообще, Ты нет? что, до сих пор не Да въезжаешь? ты, в чем ты дело, кто что ли? такой вообще? Мне такие вообще, в смысле? Ты это имеешь? Какое вы вообще имеете право? Прекращайте это все. Ты давай собирайся, давай куда-нибудь. Куда собирайся? Ты чё? Ты кто такой вообще? Да ты без меня вообще никто Да я абсолютно. за тебя старался, Да жил чё ты сюда, сюда? переехал, Ты блядь, бред мама вообще все твой. продала квартиру, блядь. Да тебе какую купила. квартиру, Чтоб ты если здесь бы не я, трахалась ты с бы Лешей. спал на своих Давай, матрасах, наверное, жрал. Галина, сруливай. Какую? Ты чё? Я Ты, сюда я не вообще не хочу пойду. тебя Да- не видеть, не слышать. Да моя честно. такая же Ты точно просто как ты квартира, я могла? сделала здесь Как ты ремонт. могла? Ты могла Всю мебель, развестись, потом всю- к себе, там, в Какой подъезд, раз- подружкам Почему водить должна своих? разводиться, я не поняла. А ты хотела со мной жить в нашей квартире, Я- спать с людьми или Я что? не спала ни с кем, Да ты это потом нормальный, ты захочешь, нет, да ты покажешь, чё посмотрим. вообще, что Давай, ли? Галь, Да никуда я не сруливай. пойду. Да как ты не пойдешь? Да Ты хочешь со мной потому после что- этого всего остаться, что ли? Да, Вообще слушай, руку да моя положи. квартира такая же точно, Нет, я здесь столько пожалуйста, всего я не хочу с сделала, тобой не нет. драться, не ругаться, просто Да оставь сваляться. ты меня, не пойду я никуда, дай мне хоть одеться, А ты что оденешься. ты одета? Подожди. Ты чё? Вот честно, чтобы ничего худшего не Да произошло. ты чё? Я вообще вся раздета, пусти меня, я оденусь, ты Иди чё? сюда, оденешься. В смысле? Позвонишь подружке своей, не знаю, мамаше, сестрёшке, кому хочешь. Блин, ну голый вообще. Да мне похер, что с ней, блядь. Как здесь вообще находиться, блядь? Егор, ну что, вы, наверное, жалеете о том, что обратились, да? Лучше не знать такой правды. Ну а как с ней жить тогда? Тут палка двух концов. И же и рад, и не знаю, и благодарен. И с другой стороны, зачем это все? Но зато ясность стала все.
А что с вещами делать? Ну, Да же она голая. приедет, заберет с девчатами, с мамой, с папой, не знаю, с кем-нибудь. Это уже не мои проблемы. Егор смог простить Галину. Девушка убедила мужа, что Алексей увлечение из прошлого, и она не питает к нему чувств. Чтобы сохранить семью, Егору пришлось также ограничить участие матери в их жизни. Развода удалось избежать. По крайней мере, пока. Думать своей головой – это очень важно, особенно когда речь идет о семейной жизни. Ни родные, ни близкие, ни тем более друзья-приятели никогда не окажутся на вашем месте. Зато с удовольствием дадут вам совет, который может все разрушить. Слушайте свое сердце. Увидимся.